Привет, я доктор Берг. В этом видео хочу рассказать вам о двух очень важных индексах. Гликемический индекс и инсулиновый индекс. Буду исходить из того, что вы ни разу о нем не слышали, поэтому буду говорить простым языком. Гликемический индекс представляет собой шкалу продуктов питания, оказывающих воздействие на уровень сахара в крови в течение 2-3 часов. Если взять какую-то еду, например, леденцы, съедая их, вы провоцируете сильный выброс сахара в кровь. То есть уровень сахара в крови взлетает вверх. Так что они очень высоко на шкале. Но поев сельдерея, в котором тоже есть углеводы, вы не вызовете подобный эффект. То есть он низко по шкале. Это и есть гликемический индекс. Он показывает, как быстро углеводы или сахар превращаются в сахар в крови или влияют на него. Есть много других факторов, определяющих данный индекс. Например, клетчатка или то, сколько сахара в конкретном углеводе и тому подобное. В то время как инсулиновый индекс — это то, как не содержащие углеводов продукты влияют на инсулин. То есть, другими словами, сахар провоцирует выброс инсулина, но есть и другие продукты, в которых не обязательно есть сахара, но они тоже провоцируют выброс инсулина. Понимаете? Сейчас поясню. Итак, инсулин — это гормон, регулирующий уровень сахара в крови. Он понижает уровень сахара в крови. При наличии инсулина худеть практически невозможно. Поэтому цель — низкий уровень инсулина, низкий уровень сахара. Итак, вот гликемический индекс. В самом верху шкалы находится чистый сахар. Картошка тоже высоко на шкале, она очень быстро превращается в сахар. Белый хлеб — высоко. Цельнозерновой хлеб. Он буквально на капельку ниже. Он ничуть не... Это практически то же самое. Если вы думаете, что он не превращается в сахар быстро, на самом деле он очень высоко на шкале. Его индекс где-то 74. Это довольно высоко. Далее, внизу шкалы, кстати, в описании будет ссылка на полную шкалу, можете посмотреть. Поэтому я не стал их полностью выписывать. Итак, внизу шкалы арахис. Он совсем низко, кажется, что-то в районе 14. Довольно низко. А у хумуса индекс вообще 6. То есть хумус вызывает очень слабую гликемическую реакцию. Хорошо для перекуса. Итак, с этим вроде разобрались. Теперь рассмотрим инсулиновый индекс. Возможно, вы удивитесь. Очень высоко на шкале сывороточный протеин в порошке. В нем очень мало жира, это совершенно постный продукт, и он вызывает бурный выброс инсулина. Выброс инсулина спровоцирует даже постная говядина. Видите? Это немного противоречит тому, что вам говорили, но это очень высоко на шкале. Теперь спускаемся ниже. В яичном белке меньше жира, поэтому он высоко на шкале. Яичный желток ниже на шкале, на него инсулиновая реакция слабее, а сливочное масло и бекон еще ниже. Вот что я хочу до вас донести. Когда люди пытаются худеть, что они делают? Избегают жиров и едят больше белков. Но следует понимать вот эту шкалу. На самом деле жир гасит и понижает инсулиновую реакцию, вызываемую едой. Поэтому, если хотите съесть говядины, выбирайте ту, в которой есть жир. Все потому, что жир практически нейтрален в том, что касается влияния на инсулин. И не превращается в сахар. Да, в нем есть калории, но он не вызывает инсулиновой реакции, а это очень хорошо при диабете. Вот что сбивает с толку. Если белки провоцируют выброс инсулина, создающего отложение жира, тогда почему люди худеют на белковой диете? Дело здесь в том, что белки также провоцируют выработку гормонов, сжигающих жир, таких как глюкагон и гормон роста. Поэтому белковые диеты могут сработать. Однако вот о чем нельзя забывать. Чтобы эффективнее худеть, уровень инсулина должен оставаться низким. Поэтому если хотите съесть белковой пищи, не выбирайте постные продукты, добавьте жиров, не ешьте маложирную еду. Хотите яиц, ешьте яйца целиком, не только белки. Лично я думаю, так вы похудеете быстрее и сохраните здоровье. Мне хотелось сделать краткую сводку по этим двум индексам. По ссылкам в описании можно будет изучить вопрос подробнее. Примените то, что узнали. Цель — следить, чтобы уровень инсулина оставался низким. И, как оказалось, единственная еда, которая не вызывает сильную инсулиновую реакцию — это жиры, то, чего люди так избегали.